В этом ролике я расскажу, как купить пистолет Макарова без лицензии. Если быть точнее, то как купить его пневматическую версию. И прежде чем его купить, обязательно посмотри видео до конца. Я расскажу, какие модификации производились и какая модификация наиболее подлинно копирует его боевую версию, а какая и вовсе сделана из списанного боевого пистолета Макарова. Обязательно расскажу, какую версию стоит покупать. Тайм-коды внизу. Не переключайтесь. Итак, встречайте. MP654K. MP – Mechanical Plant, что означает механический завод. MP654K. Пневматический газобаллонный пистолет, выпускаемый на Ижевском механическом заводе. Газобаллонный аналог пистолета Макарова. Внешний вид оружия, механическая прочность, надежность конструкции, удобство в обращении, качество изготовления и сборки всех деталей и узлов оружия идентичны ПМ. Не во всех модификациях, подробнее расскажу далее. Пневматический пистолет воспроизводит внешний вид пистолета Макарова. Габаритные размеры 151 на 150 на 40 мм, масса без снаряжения 700 грамм, дульная энергия до 3 джоулей. Пистолет сконструирован для стрельбы стальными шариками BB 4,5 мм. Магазин механического типа вмещает до 13 шариков BB. Один газовый баллончик позволяет произвести до 70 выстрелов. Ударно-спусковой механизм предполагает стрельбу как самовзводом, так и с предварительным взводом курка. Кроме того, обладает широкими возможностями для тюнинга и доработки. С помощью несложных модернизаций можно существенно улучшить характеристики данного пистолета. Воронение может придать внешний вид, более близкий к прототипу. На протяжении всего времени выпуска и практически до наших дней затворы от пистолета к пистолету разнились. Общая конструкция. Главные преимущества, которые заявляются поклонниками, это идеальное соответствие конструкции, оригинала и оружейная сталь в конструкции. На самом деле оба эти утверждения верны лишь отчасти, и даже до СХП-версии настоящего оружия пневматический пистолет MP654K, конечно же, не дотягивает. Ранние модификации пистолета и мелкие серии по ходу всего производства действительно делались из брака от огнестрельных пистолетов. Но в основной своей массе более чем 90% современных пистолетов — новодел, и в них используется литая рама из порошковой стали. Исключение составляет лишь MP654K 32 серии, фрезерованно-кованная рама которого сделана из аутентичной оружейной стали, но он, к сожалению, довольно редкий и дороже обычного. Затворный узел действительно очень похож на оригинальный пистолет Макарова. MP654K отличается навскидку лишь отсутствием выреза под экстрактор или самого экстрактора. Больше отличий обнаруживается при разборке, затворы в подавляющем большинстве также новоделы за редким исключением. Скелетный магазин совмещен с контейнером для баллонов и тоже сделан из литой порошковой стали. В отличие от аналогов, очень легкий, что немного роднит его с магазинами огнестрельных ПМ, так как баланс оружия со снаряженным магазином смещен чуть вперед. В аналогичных моделях от конкурентов из-за алюминиевых корпусов магазин — самый тяжелый узел. Поджимной винт баллона может быть как скрытым, так и открытым в MP654K. Серия на это влияет косвенно, внутри нее могут попадаться разные варианты. В любом случае, те и другие винты есть в продаже за копейки, вы легко сможете заменить на нужный вам самостоятельно. Все детские болезни магазина, вроде проблем с иглой обтюратора, клапаном, слабыми прокладками были давно исправлены, баллона хватает на честных 80-90 выстрелов. Это довольно неплохо, особенно принимая во внимание скорость выстрела, выше, чем у аналогов. Заявленная емкость магазина — 13 шариков, но по факту можно запихнуть еще один. Еще один сомнительный конструктивный элемент — нарезной ствол. На самом деле это скорее минус, поскольку шарики, в отличие от пуль, не становятся на нарезы в принципе, болтаясь вместо этого по стволу. Естественно, это ухудшает кучность стрельбы по сравнению с гладким каналом ствола. Такой ствол выбран для удешевления производства, ведь у завода есть огромные линии по выпуску нарезных стволов для стальной пневматики, стреляющей пулями, и MP654K стал жертвой этой оптимизации. Лишь редкие малые серии получили свой собственный гладкий ствол. Но опять же, говорить о кучности в рамках пневматики для развлекательной стрельбы
Из него можно прицельно стрелять на дистанции до 10 метров. Они повторяют аналогичные у огнестрельных версий по виду и функционалу. Единственное серьезное нарекание — в новых пистолетах они слишком туго подогнаны, на деталях попадаются заусенцы, допуски по геометрии, оперировать при помощи одной руки некомфортно, а иногда невозможно вовсе. Детали, конечно, притираются и разрабатываются со временем, но производителю стоило бы отнестись к своей продукции с большей ответственностью, пусть даже это пневматика. Вести стрельбу можно как самовзводом, так и предварительно взводя курок. Во втором случае усилий на спуск будет гораздо меньше, соответственно, кучность при этом повысится. А вот теперь перейдем к приятному. Несмотря на все недостатки в конструкции, стреляет он очень хорошо. Как уже упоминалось, проблем с проколом и перепуском газа нет, клапан обеспечивает скорость вылета шарика в 110-130 метров в секунду, это примерно на 20% выше, чем у аналогичных моделей конкурентов. Причем при помощи различного тюнинга вполне возможно увеличить эту цифру до 170-190 метров в секунду. По итогам, пневматический Макаров MP654K — замечательный пистолет. Мелкие недостатки исполнения компенсируются неплохой стрельбой и потенциалом для апгрейда с тюнингом. Ну а если ваша цель — весело провести время, упражняясь в стрельбе по банкам, то пневматический пистолет MP654K — отличный вариант. Главное, не требуйте от него слишком многого. Минусы. Грубое неаккуратное исполнение. Узлы нуждаются в доработке. Нарезной ствол. Нет блоубека за такие деньги. Требует доработок для комфортной стрельбы. Плюсы. Мощность очень высокая. Есть широкие возможности для тюнинга и апгрейда. В пистолете можно поменять почти все. Самое высокое сходство с оригиналом из всех аналогов на рынке. После всех доработок один из лучших пневматических пистолетов вообще. Какие модели производились? MP654K03 выпускалась с 1997 по 2010 года. Самый известный и распространенный пистолет. Выпускался без серьезных изменений на протяжении очень долгого времени. В 1997 году началось производство данного пистолета. На затворе тогда несколько иначе располагались маркировки, но главное отличие заключалось в клапанной системе, а также гайке ствола. Сам корпус клапана был более грубым, чем у современной версии. Исходя из этого, немного отличались и остальные детали клапана. Слева клапанный блок старого образца, справа — новый. На рукоятке мелкая, пумовская насечка. MP654K 11. Выпускалась до 2010 года. Камуфляж. Не самая популярная и распространенная модель. Многие находят смешным одевать старичка ПМ в камуфляж. MP654K 15. Выпускалась до 2010 года. Пистолет с фальш-глушителем. Данная модель имела росточку ствола с внутренней резьбой, глушитель представлял собой просто муляж, трубку с двумя стенками. Фактически он не нес никакой полезной функции и состоял из трубки с двумя стенками. Были с широкой пластиковой рукоятью и поджимным винтом с антапкой. MP654K 20, базовая версия. Выпускалась с 2011 по 2012 год. С 2011 года в конструктив пистолетов были внесены некоторые изменения. Основное и самое заметное изменение — пластиковая рукоятка коричневого цвета со звездой. Многие ошибочно считают, что эта рукоятка идентична тем, что стоят на боевых и травматических пистолетах, однако это не так. Главное отличие — отсутствие антапки слева внизу и материал изготовления накладки на рукоятку. У пневматического пистолета она пластиковая, у боевого или травматического из бакелита. Также у модели 2011 года были внесены некоторые изменения в клапане, и появилась росточка ствола под 8-9 мм на глубину от 5 до 15 мм. MP654K КС хромированный вариант MP654K. Выпускалась с 1997 по 1999 года. Никелированная версия. Поговаривают, что качество этих пистолетов было выше, чем у стоковых черных 654-х. MP654K 22.
Выпускалась с 2011 года. Версия с удлиненным стволом, скрытым под имитацией глушителя, за счет чего увеличивается кучность и дальность стрельбы. MP654K 23 аналогичен 20-й модели, только с камуфляжной отделкой и новой накладкой рукоятки. Выпускалась с 2011 года. Модель ничем не отличается от модели 11, кроме обновленной рукоятки. MP654K 24 аналогичен 20-й модели с никелированным защитным покрытием вместо воронения. MP654K 28 самая свежая версия. Отсутствует антапка под рукояткой. Стали устанавливать дутые затворные задержки, что хоть немного, но повысило сходство с боевым пистолетом ранних образцов, а также упростило процесс доведения внешнего вида до копии ПМ. Пистолеты также стали комплектоваться скрытыми поджимными винтами, стала немного более жесткой пружина подавателя шариков. MP654K 32 с фрезерованной рамкой и пропилом под экстрактор на затворном кожухе и бакелитовой рукоятью, наиболее близкая к оригинальному ПМ и качественная по технологии изготовления версия. MP654K 38 с фрезерованной рамкой и пропилом под экстрактор на затворном кожухе и бакелитовой рукоятью, в других модификациях пластик. Новая рукоятка красно-оранжевого цвета. Наиболее близкая к оригинальному ПМ и качественная по технологии изготовления версия. На настоящее время не производится и доступен для покупки только на вторичном рынке. MP654K PMM внутренне аналогичен MP654K, внешне выглядит как PMM. В 2020 году уже не производился. MP658K модель с имитацией движения затвора при выстреле. Также выпускались различные премиум-модели. Эти пистолеты имели заметно более высокую цену, украшались рукоятками из хорошего дерева, иногда позолотой. Выпускались и подарочные модели. Богато украшены различными гравировками, позолотой. Иногда на пластиковую рукоятку устанавливались украшения с российским флагом или гербом, но чаще рукоятка выполнялась из благородных пород дерева. Цены на такие игрушки просто заоблачные, но и качество выше всех похвал. Детали точно подогнаны, покрытие не стирается и не царапается, стволик, в отличие от простых 654-х, гладкий, что повышает характеристики пистолета. Подобные модели часто изготавливались на заказ, поэтому их вариаций очень много. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, скоро будет видео по доработке данного пистолета и будут видео про другие пневматические пистолеты.